Мысли даны человеку для того, чтобы выражать их словами. С вами ток-шоу «Слово за слово», в котором право говорить имеет каждый. Я Алексей Шахматов. Здравствуйте. Более 30% взрослого населения страдает храпом. После 60 лет более 60%. Храп как звук представляет собой в большей степени социальную проблему для окружающих, чем для самого человека. Однако храп может быть предвестником серьезных заболеваний, вплоть до смертельных исходов. На сегодняшний день зарегистрированы сотни различных изобретений по борьбе с храпом, включая намордники, затрудняющие дыхание ртом, и миниатюрные колокольчики, зашиваемые в пижамы, для предупреждения сна во сне. Однако эти средства не столько избавляют от храпа, сколько вызывают бессонницу. Итак, вопрос нашей сегодняшней программы. Как избавиться от храпа? С помощью хирургии или достаточно бытовых и народных рецептов? С нами сегодня Алексей Насеткин, заведующий сектором клиника экспериментальных исследований в оториноларингологии 1 МГМУ имени Сеченова, профессор кафедры оториноларингологии имени Владимирского, доктор медицинских наук. Врач-сомнолог отделения сна Елена Царева. Врач-оториноларинголог Центра эндохирургии и литотрипсии Василий Гоголев. Гости справа от меня считают, что только хирургическое вмешательство может гарантировать избавление от храпа. Гости напротив утверждают, что во многих случаях храп можно вылечить с помощью нетрадиционной медицины. Руководитель Центра йоги Александр Пьяник. Собирательница древних рецептов народной медицины Клара Доронина. Руководитель Центра дыхательной гимнастики имени Стрельниковой Михаил Щетинин. Наши уважаемые гости на центральном подиуме. Солист группы Учкудук Зиот Ишанхаджаев. Его супруга, докторант отдела системных гипертензий НИИ клинической кардиологии имени Мясникова Гульбахор Ишанхаджаева. Участник дуэта «Баян Микс» Сергей Войтенко. Ну а начинаем мы по традиции сюжета наших журналистов. Внимание на экран. Храп – это распространенный феномен, с которым хотя бы раз в жизни сталкивается каждый человек. Основная причина храпа – чрезмерное расслабление мышц языка, мягкого неба и глотки во сне. Это приводит к вибрации во время дыхания. Существует множество методов лечения. Чтобы выбрать оптимальный, необходимо сначала выяснить причину. Для одних достаточно похудеть на несколько килограммов или бросить курить. Другим требуется лечить основное заболевание, провоцирующее храп. Специалистами разработано немало различных приспособлений, которые направлены на устранение храпа. Например, наклейки и специальные устройства, которые устанавливаются в полость рта. Но чаще всего все перечисленные методы имеют кратковременный эффект. Для радикального избавления от храпа врачи настаивают на оперативном вмешательстве, криопластике, сомнопластике, а также на инъекционных методах. Однако есть и другое мнение. Ну, смотря какая сейчас медицина, лучше все равно, конечно, народными средствами. Конечно, не сюсюкать и не свистеть около мужа и около мужчины, который рядом с вами храпит. Конечно, медицинское лечение только. Я думаю, наверное, спать на животе надо, чтобы бороться с храпом, да? Вы знаете, я считаю, что храп – это серьезное заболевание, и стоит его устранить операбельным путем. А я думаю, что от него вообще не избавиться. Сколько знаю людей, как храпели, так и храпят. Большинство людей перестают храпеть, просто переворачиваясь на бок. Чтобы не лечь снова на спину, специалисты советуют пришить сзади к пижаме теннисный мячик. Подобный метод лечения от храпа был запатентован в Америке еще в 1908 году. Также можно приподнять изголовье кровати или просто купить специальную ортопедическую подушку. Народные специалисты советуют съедать на ночь вареную морковку, капусту с медом или закапывать в нос масло облепихи. Храп можно одолеть, натренировав специальным образом мышцы носоглотки. Этому способствуют попытки тянуть язык по направлению к горлу. Достаточно эффективно каждый день до 30 раз стараться по 15 секунд произносить звук «и». В общем, справиться с ночным пением можно самостоятельно, без хирургического вмешательства. И все же, как можно избавиться от храпа с помощью хирургии или достаточно бытовых и народных методик? Спасибо нашим журналистам. С вами ток-шоу «Слово за слово», в котором право говорить имеет каждый. Мы говорим о храпе. Гульбахор, я вас хотел спросить. Вы сказали вот до программы страшную статистику, что 8% храпящих людей умирают во сне. Действительно ли это так?
Да, на самом деле храп приносит не только беспокойство окружающим, но в первую очередь он опасен для самого человека. А Потому за счет чего могут быть проблемы? Значит, во-первых, часто с храпом сочетается синдром обструктивного апноэ сна, когда, значит, перекрывается верхние дыхательные пути и человек прекращает дышать. Если последить за хрипящим, у него, значит, во сне останавливается дыхание, как будто он, значит, перестает замер дышать. просто, да, А потом да. это период гипоксии. В это время, возможно, повышается давление. Чтобы было нарушается понятно, гипоксия – ритм это дефицит кислорода. Да, дефицит кислорода. В это время это может быть причиной повышения давления, гипертонии, нарушения ритма сердца, причиной инфаркта миокарда. Даже установлено, храпящие люди в 3 раза больше могут страдать от инсульта. И в 4 раза чаще у них встречается ишемическая болезнь сердца. И 30% внезапно умерших во сне, они умерли именно от храпа. Поэтому Задохнулись сегодня? Да, то есть задохнулись, да? это нарушение ритма. Скорее всего, аритмия. Из-за аритмии умирают. Нарушение из-за ритма. Аритмическая смерть, скорее всего, у таких пациентов. Поэтому для кардиологов нарушение сна и вот этот храп тоже является большой проблемой. Гульбахор, а Зиот храпит? Ну, он заразился. Ну, сейчас мы я, стараемся я скажу. лечить его. Нет, подождите, сейчас она научная. Я просто хочу сказать, вы просто поймите правильно меня. Я творческий человек. Человек начинает работать после 12. Вот здесь мой коллега конечно, сидит. да. Я вот то, что запоминаю музыки, я в течение дня его повторяю. Понимаете, у меня целый оркестр моих родных родственников, все храпят. Все храпят в один голос. У меня есть баритон, есть у меня тенор, у меня есть все, есть оркестр звучит. Даже у меня пикколо есть даже дома. Так. Я не знаю, я боюсь, вот, я не хочу жену в это втягивать, потому что она будет защищать моих родственников, я знаю. У нас на Востоке все защищают всегда старших. Я лучше обращусь вот сегодня публично, потому что есть люди, которые, может быть, я получу ответ сегодня. Уважаемые, вот мы, музыканты, запоминаем, что мы слушаем, и повторяем его. В течение дня мы его носим в себе. А я слушаю целый оркестр храп. Понимаете, Что же делать? Да, что делать? Когда пишу музыку, мне говорят, ты что, под оркестром храпа, что ли, писал музыку? Во всех аранжировках у тебя как будто все хрипит у тебя. Поэтому хочу извинить, пожалуйста, уважаемые ученые, уважаемые, любимые народом целители. Это заразно или не заразно? Спасибо. Зиот Шанхаджаев. Жена напугала, муж нас слегка насмешил. Алексей Николаевич, только хирургия реально, да, помогает? Нет, почему? Не обязательно хирургия. Все будет зависеть, наверное, от каждого конкретного случая. В принципе, существует как бы 2 больших направления. Терапия храпа и хирургия храпа. И в каждом конкретном случае нужно разбирать, просто диагностировать как следует пациента. Это именно пациенты, потому что по латыни храпение болезнь? называется ронхопатия. Это болезнь. Ронхопатия. Ронхопатия. Да, это болезнь. И болезнь, если в тяжелой стадии, она угрожает жизни, как уже сказали. Поэтому в конкретном каждом случае можно выбирать тот или иной способ лечения. В начальных стадиях, когда храп... это прогрессирующая болезнь? Дело в том, что если он начался, храп, у каждого, в конкретном случае, храп самораскручиваемое явление. Он сам себя во времени начинает усиливать и переходить из одной стадии в другую. Начинают храпеть лежа на спине. Спровоцировано чем-то. Что может спровоцировать? Алкоголь, дополнительная релаксация. Прием снотворных, дополнительная релаксация. Утомляемость. Мы сейчас очень сильно стали утомляться, а с устаткой, если еще немножечко алкоголя добавить, и на спине человек начинает храпеть. Связано ли это каким-то образом с питанием? Потому что вот я по себе знаю, что я вообще не храплю, но если мне как следует пузо набить вечером, да, то я ночью трели там завожу тогда. Вообще-то не рекомендуется на ночь набивать пузо, как вы говорите, да? Я бы сказал так, есть еще понятие семейный храп. Это наследственно? Храп не наследуется. Наследуется физиология мышечных тканей, вообще статус, как мы говорим, физиологический статус. Склонность мышечной системы во времени с большей или меньшей степенью
расслабляться, дрябнуть. Есть такое хорошее слово «дрябнуть». То есть это может быть и возрастная история, да? Храп, как правило, знаете, это есть, говорят, Но такое я слово. храпящих детей не встречал. Ну что вы, храпят, Храпят? только по другому поводу, не по тому, о котором мы сейчас говорим. Есть такое выражение: храпит, как старый дед. Ну, наверное, слышали неоднократно. Да. С возрастом происходит расслабление, дрябнет мышечная система. И так как храп – это есть некий музыкальный инструмент. Да. Здесь показали нам сейчас саксофон, саксофониста. Вот механизм Та же самого схема, звуковоспроизведения очень похож на саксофон и кларнет. У нас в верхних дыхательных путях начинает вибрировать ткань мягкого неба, как камышина в мундштуке. Трос называется. Да, тростинка или камышинка. Только это значительно толще, и получается совершенно другой звук. Так вот, одрябнуть мышцы мягкого неба могут в разной возрастной, так сказать, категории. И, как я сказал, это может наследоваться особенности мышечной системы. Спасибо. Называется это- Спасибо. Я хочу обратиться сейчас в Тбилиси. Может быть, нам из Грузии дадут практические советы. Отоларинголог, профессор, вице-президент Ассоциации отоларингологов Грузии Михаил Джаши. Прошу вас, Михаил. Что касается Грузии, у нас также мы, значит, постепенно пришли к тому, что у нас сейчас сегодня есть на данный момент. То есть подход к лечению, конечно, комплексный. Я как отоларинголог, ну, допустим, могу сказать, что по отношению к хирургии, то есть я согласен с моим коллегой из Москвы, который говорит, что надо разобраться конкретно в ситуации. Могу привести пример. То есть вот делали операцию по восстановлению, допустим, верхних дыхательных путей, проходимость. Ну, из-за различных заболеваний, в том числе, допустим, операции на мягком небе и так далее. Не всегда это давало эффект. То есть хирургия не всегда давала эффект, и это становилось, ну, конечно, причиной дискомфорта. С другой стороны, есть очень интересный факт. В Грузии у нас сейчас мы комплексно подходим к этому вопросу. У нас есть группа ученых при исследовательском институте неврологии, которые проводят исследования в этой области. То есть пациента исследуют, там проводится мониторинг 24-часовой. В том числе это снимается на видео, так сказать, и исследуются такие параметры, как кардиограмма, оксипульсометрия, которая показывает содержание кислорода, ЭЭГ и так далее. Вот на основании этого исследования, также поведенческие какие-то характеры, уже предварительно можно определить причину возникновения храпа, и исходя из этого уже, значит, принимать конкретное решение. Конкретное решение необходимо принимать после того, как известна причина храпа. Скажите, я тоже хотел спросить, жалко, сейчас у нас психоневрологов нету, потому что мне вот что любопытно. Человек, вот Зио сказал, он пишет музыку, а вокруг это канонада. Вот мне надо такой инструмент Вот иметь. как можно спать, да, как можно спать, я в данном случае имею в виду несчастных супруг, под аккомпанемент мужниного храпа? Наносит ли это ущерб самому, вот, пассивный, как сказать? Человек, который рядом спит, да. Наносит, да. Это 100%. Лена, страдает человек, лежащий рядом? Я как сомнолог и, кстати, невролог, о котором вы упомянули. Простите, у меня просто нет, что вы невролог. Да. Я тщательно это скрываю. Могу ответить на этот вопрос, поскольку сомнологи, они объединяют, пожалуй, все знания в этой области, поскольку это наша специфика. И гигиена сна, в том числе звуки во время сна, очень влияют на нашу жизнь. И если беруши не помогают, то есть смысл задуматься о том, как к этому относиться. Да, помните, если мы не можем изменить ситуацию... Изменить свои отношения Да. к ситуации. Ну, можно, конечно, и мужа поменять, но ладно, хорошо. А говорят, есть методика хорошая, подстраиваться под храп, под ритм храпа и считать это колыбельной, тоже помогает. Но на самом деле нужно устранять те факторы, которые мешают. По возможности, конечно, то есть это обеспечение ритуала сна и ауры вот этой сна, то есть чтобы все было удобно, чтобы ничего не мешало. Лен, вот это в но первую вот скажите, может жена сказать мужу, вот как, например, когда мой ребенок был маленький, и мне жена говорила, ты с ума сошел, да, зачем ты куришь в машине, потому что потом мы везем маленького ребенка, и он остатки этого дыма там, и это был серьезный аргумент. Да. Может жена сказать мужу, слушай, иди лечи свой храп, потому что ты меня травмируешь, когда спишь рядом.
рядом, или на самом деле это будет каприз просто? Это как раз вторит вашему вопросу о дыхании. И действительно это влияет, и наш оппонент вполне правильно говорит об этом. Это же химическая травма слизистых. И увлажнение необходимо. Важно ограничить детей и окружающих от курения. Более того, сам курящий испытывает постоянную химическую травму. Так, то есть надо или не надо к врачу идти? И может ли храп быть психосоматической историей? Ну чего смеетесь? В меньшей степени, чем Нет? хотелось бы. Нет, если человек понервничал, да, то он может храпеть. Я, например, нервничаю, у меня начинает желудок болеть. Там, Самое интересное, что когда вы нервничаете, у вас сон становится более поверхностным. А чем хуже вы спите, тем меньше вы храпите. Понятно, спасибо большое, Елена Царева. Клара, а вы что, у вас какая-то маслица там? Вы знаете, в последнее время мне приходится общаться с детьми и помогать им, маленькие детки, у которых есть астматический синдром. И у них закладывается нос. И вот они храпят ночью, и притом так храпят, что даже будет родителей. И приходится заниматься с пожилыми людьми. Но очень много из них – это народы северных ареалов. У них сужены носовые ходы. И не только сужены носовые, но и ушные сужены. И тогда приходит… Просто есть такие упражнения в народной медицине. Есть такие упражнения, которые помогают. Это, значит, подсоленная вода, это при носовых ходах. И не, ну это пробить утро, нос, это понятно, да, пробить нос. Когда нос заложен фрез, все храпят. Нет, так это большое значение имеет, ведь не думайте, что храп и нос, как говорю, это раздельные совсем части. Это все вместе, потому что дряблость, вот этой дряблость неба, она же накапливается годами. Здесь и ангины, здесь и кольцо вот, горловое. Здесь очень, ну, наверное, периодическое, как и релаксантов, употребление. Да, потом есть женщины, которые глоссалгия, вот уже в таком менопаузе, глоссалгия, это, говорят, волосатый язык в народе. И очень, очень тяжело что, переносит. У женщин волосатый язык? Вот так говорят, глоссалгия, волосатый язык. Страшно. Печет язык, страшный зуд вот здесь. И врачи даже, вы знаете, не очень, нет такого лечения. Универсального. Нет. Они говорят, там, синдром Шегрена, там, все говорят, что хотите. Я вам говорят. сейчас еще одну страшную вещь скажу. Знаете, что по данным США более 12 миллионов американцев страдают сонным апноэ. Но это ладно. Но у 80 из них процентов была выявлена, угадайте что? Эректильная дисфункция. В основном это были жалобы на снижение потенции, сокращение фазы эрекции по времени и по степени, отсутствие эрекции во время сна. Получается, что храп может влиять на мужскую потенцию. Знаете, так или нет, сразу после рекламы мы узнаем. Не переключайтесь. Мысли даны человеку для того, чтобы выражать их словами. С вами ток-шоу «Слово за слово», в котором право говорить имеет каждый. Я Алексей Шахматов, мы продолжаем говорить о апноэ, да, о храпе. И вот что про американцев? Что, действительно это влияет каким-то образом? Влияет каким-то образом? Тут обратная взаимосвязь, зависимость. Да? Да. Храп влияет на потенцию, и это есть повод. Слушайте, у меня папа храпел как зверь, и все остальное делал точно так же. Значит, ну, не весь храп, а именно… То есть, представляете, если бы он еще не храпел? А именно храп, который сопровождается с синдромом апноэ, с гипоксией, про которую я рассказывала. Почему? Из-за того, что идет гипоксия, ненасыщение кислородом, у, значит, пациентов, у больных сон становится поверхностным. Они не достигают того глубокого сна, в который вырабатывается тестостерон. Значит, идет снижение уровня тестостерона. Точно. А во-вторых, значит, синдром апноэ или храп сопровождается у больных ожирением чаще, это 70% случаев. И, значит, жировые клетки, адипоциты, вырабатывают фермент ароматазу, который превращает тестостерон мужской в эстрогены, в женские гормоны. А ожирение, какая-то формула есть ожирение, чтобы человек понял, встав на весы, там, вес, рост и так далее, и понял, что у него ожирение? Да, достаточно измерить объем талии. Объем талии у женщин более 80, у мужчин более 90. Это уже метаболический синдром ожирения. И, значит, измеряется рост, вес и, значит, вырабатывается индекс массы тела. Если индекс массы тела больше 30, это уже ожирение.
Скажите, я хочу к господину Войтенко обратиться. Я знаю, что вы такой храпун еще какой. Да, вот я только что подумал о том, что по поводу эректильной дисфункции. А все мужчины об этом сейчас подумали, вы не одиноки. Да, и я думаю, что это один из самых главных аргументов для мужчин. Но у меня тоже так же, как у вашего отца, все в порядке. И храплю я хорошо, и все остальное тоже делаю. Может быть, это еще пока возраст. У меня вам один совет. Ну, сейчас все мы начнем оправдываться. Нет. То есть вы не собираетесь никак, вам комфортно, и вы не собираетесь ничего с этим делать? Не-не-не, надо что-то сделать. Я вот, знаете, вот я не первый раз прихожу на вашу программу, и мне иногда становится страшно, потому что здесь такие вещи вот так вот вылезают на поверхность. Потому что мы живем в обычной в нашей жизни, мы много чего не знаем. А тут оказывается... А скажите, а обратная есть реакция, если с эректильной функцией все в порядке? Может быть, как-то можно, наоборот, оттуда вылечить этот храп? Нет? Не, я знаю, тренироваться как-то же. Уважаемый коллега. Нет, ну, нет, на самом деле это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Связано ли храп с половой жизнью, с чистотой, качеством? И наоборот, половая жизнь с храпом. Да. Я считаю, значит, физическая активность, любая физическая активность уменьшает количество калорий, человек худеет. Поэтому, мне кажется, ваша половая активность поможет вам в том смысле избавиться от храпа, что вы будете худеть. Но, слава богу, пока у вас, видимо, привычный храп связан с изменением носоглотки. А когда начинается органически, вот стадия храпа, про которую нам рассказывал коллега, вот до этого стадии вам не дотянуть. Но я думаю, что, скорее всего, у меня это связано с тем, что действительно есть утомляемость, да? Потому что мы работаем, да, вот как мой коллега. Вы, наверное, пьете еще. В основном по вечерам. Как все артисты. Да, мы просто литрами практически все, каждый вечер. И расслабляете себя. Я хотел Василия Гоголева спросить. Василий, а приходят вот люди, да, с этой проблемой? Эта проблема носит такой полукосметический характер, когда они приходят, когда жена прозапилила меня уже, да, спать не может, дети, бабушка заикается уже там. Вот. Или они приходят, действительно опасаясь того, что это может привести к каким-то серьезным последствиям. Да, конечно, приходят именно с боязнью, что приведет к каким-то серьезным последствиям, вплоть до смертельных. И в чем заключается, собственно, хирургическое вмешательство? Что происходит, что делают врачи? Значит, здесь, как Алексей Николаевич сказал, тут индивидуальный подход к каждому конкретному случаю. Да? Значит, если есть нарушение носового дыхания, его нужно восстанавливать. Да, это не обязательно хирургия, это может быть и консервативные методы лечения. Вот. Если есть дряблость и узость глотки, дряблость мягкого неба, то какие-то хирургические вмешательства именно на мягком небе. Но я, честно говоря, не видел еще ни одного человека, прооперированного, который вылечился бы от храпа. И, честно говоря, тоже, несмотря на страшную статистику, я не видел ни одного человека, у которого были бы серьезные проблемы со здоровьем, связанные с храпом. Но я знаю, что вы же занимаетесь знаменитой дыхательной гимнастикой Стрельниковой, да? И я знаю, что астму можно вылечить этой гимнастикой. А можно ли вылечить храп таким образом? Конечно, потому что наша гимнастика тренирует короткий шумный вдох носом. Да, вы показывали уже как-то. Да, и поэтому, естественно, массируется слизистая носоглотки, массируется мягкое небо. А ковырять носу полезно? Ковырять? Ну, как, все... Знаете, что 90% автомобилистов делают в пробках? Так, это дело каждого автомобилиста. Что делать в пробке? Не, просто массаж тоже слизистый. Может быть. Нет, существует массаж внешний, да, там по Уманской, например, там можно пазухи массировать. Я вам говорю о естественном предназначении носа для того, чтобы вдыхать. И если мы все вот сейчас, мы гости, дышим, как? Не слышно. Ну да. Да, и это нормально. Но если у человека нарушено носовое дыхание, то слышно, как он дышит в спокойном состоянии. Так вот, нужно тренировать дыхание с помощью стрельниковской гимнастики. И укрепляется носоглотка в целом. И коллеги прекрасно знают, что... Покажите какие-нибудь упражнения, потому что люди смотрят, там они же с ума сходят уже. Да, и, значит... Давайте поаплодируем Михаил Щетинин.
Я буду за вами короткий, повторять. шумный вдох носом, да, мы шумно нюхаем. Например, перекаты, наши перекаты. На одной ноге, на другой приседаю, то же самое. Это хип-хоп какой-то прям. кланяюсь. Сереж, хотите попробовать? Давайте. Да, вот. Аплодисменты Сергею Войтенко. Рядом. Нюхаем. Это уже рок-н-ролл такой получается. Как еще раз? Да, да. Раз, Так. 2, 3, обдыханием. 4, 5, Прям 6, барыня. 7, 8. Восемь. Стоп, Так. а теперь мы нюхаем, нажатие, нюхаем, коротко, шумно, активно, зажимаем. Сереж, нюхайте нормально. Не слышно, как вы... Улыбаться будете, когда перестанете храпеть, уважаемый артист. Так. При сонном апное западает подбородочно-язычная мышца, а она рефлекторна и может произойти летальный исход. А подбородочно-язычная мышца рефлекторно связана с диафрагмой. Точно. И поэтому нужно, стрельниковская гимнастика тренирует диафрагму непосредственно. Наш насос, воздух идет на предельную глубину. Покажите. Я просто так Пожалуйста, смотрите, Это кланяемся, нюхаем. Недалеко? Нюхаем. Недалеко кланяемся? Не надо низко. Кисти рук, да, они даже до колен не доходят. Они должны быть расслаблены? Да, абсолютно расслабленные. Мы шмыгаем. Или их бросать нужно? Да, бросайте и нюхайте. Пол, нюхайте, Пол. нюхайте, Нюхайте, пол. нюхайте. Аплодисменты. Нюхаем пол, да. Спасибо. Я желаю вам вылечиться от храпа с помощью нашей... Спасибо большое. Спасибо, Михаил Щетинин. У нас заканчивается время телемоста. Я хочу сейчас обратиться в Грузию. Михаил Джаши, профессор, вице-президент Ассоциации отоларингологов Грузии. Скажите, Михаил, если у человека нету проблем со здоровьем, и его храп, нельзя назвать действительно артиллерийской канонадой. Нужно ли ему все-таки в пожарном порядке бежать к врачу, к хирургу ли, к представителю народной медицины? Или на самом деле, если это заболевание не прогрессирует, то с ним можно вполне существовать и, в общем-то, особенно не беспокоиться? К сожалению, могу сказать, что храп всегда является предвестником какого-то серьезного заболевания в дальнейшем. Другой вопрос, когда может развиться это заболевание, через какой период, это очень сложно определить. Поэтому я считаю, что если храп появляется, то надо обратиться все-таки к врачу, для того хотя бы, чтобы убедиться и уточнить конкретную причину и связанные риски последующих заболеваний. Спасибо большое. Я благодарю нашего грузинского коллегу. К сожалению, сеанс связи у нас подошел к концу. Спасибо вам за участие в программе. Итальянские ученые пришли к выводу, что хронический ночной храп приводит к деструктивным изменениям в мозгу, уменьшая количество серого вещества и значительно снижая умственные способности. Вот это да. Да? Да? Ничего себе. Это связано. Так ли это, мы узнаем после рекламы. Не переключайтесь. Мысли даны человеку для того, чтобы выражать их словами. С вами ток-шоу «Слово за слово», в котором право говорить имеет каждый. Мы говорим о храпе, говорим о его последствиях, говорим о том, как с ним бороться и нужно ли с ним бороться. Лена, вы хотели сказать, прошу вас. Да, у меня был каверзный вопрос к нашему гостю по поводу дыхания Пострельниковой. А что вы рекомендуете людям, которые страдают носовым дыханием, у которых нарушено дыхание из-за патологии клапана носа? То есть он смыкается, когда они вдыхают. Как им быть? Как им, да, они начнут дышать, а он у них заткнется просто, нос. Я скажу так. Любой метод предполагает общение со специалистом. Просто попасть к специалисту. В моей практике и в практике моей учительницы Александры Николаевны Стрельниковой бесчетное количество случаев, когда просто человек, пришедший лечиться от гипертонии, от заикания, от сердечно-сосудистой патологии, перестал храпеть. Да ладно. Астматик. И Это гипертонию ему можно храп лечить гимнастикой Стрельникова. нормализовывать давление. Приходит вот такой в 3 центнера персонаж,
масс, подышал, и все. Ну, вы так говорите, как ему надо будто- похудеть для этого. А для этого ему нужно чем-то заняться. И не просто сидеть на диете, чтобы все повисло и висело складками. Гадость, да. Нужно изменить образ жизни, нужно активизировать движение и как раз добавить именно стрельниковскую гимнастику, поскольку она удивительным образом растягивает кожу по всему телу равномерно. А на потенцию влияет? Влияет. Одна из моих книг называется «Урологические заболевания». Подарите? Подарю. Аплодисменты. Простите, коллега, я ответил на ваш вопрос, да? Значит, Не нужно... совсем. А? Не совсем. Что Не же со- про клапан Давайте носа? я отвечу. Потенция я поняла, а клапан Нет, носа. дело не в потенции, дело в храпе. Значит, нужно тренировать диафрагму. Во-первых, для этого нужно потренировать носоглотку, чтобы слизистая была эластична, чтобы носовые ходы расширились, и чтобы диафрагма активно участвовала в вдоха-выдоха. Да. И все. И человек начинает избавляться от лишнего веса. Если он добавит еще диету, человек начинает активно, даже если бегать, но только не по утрам, а желательно во второй половине дня, вести нормальный здоровый образ жизни. И это в целом даст великолепный результат. И я еще рекомендую мычать, поскольку эта гимнастика изобретена для актеров и певцов, и все поющие ее делают, то полезно еще мычать. Вы позвольте, я попрошу студию это сделать. Поможете мне? 3, 4. И как раз прогреваются все резонаторы, и все это вибрирует, и слизистая носоглотки укрепляется. Вот вы просто выйдете после сегодняшней записи, помычите, пока будете одеваться в фойе. Даже просто. И у вас где-то легче зазвучит голос, лучше зазвучит. Спасибо, Михаил И нос Щетинин. задышит. Спасибо. Вы хотели сказать, Клара? Я хочу сказать, что очень правильно, очень хорошо. И я набралась очень много знаний по этому поводу. Но дети, маленькие дети, которые храпят, которые мучаются, пожилые люди, которые храпят. Да. И его не заставишь там что-то делать. Вы Пожилого знаете? заставишь, А вот я не двухлетнего могу, 80. и годовалого ребенка не заставишь. кто его знает? И здесь, пожалуйста, масло нас может выручить. Вот масло чистотела. Да. И что? Чистотела. Замечательно. Куда его мазать? Это масло чистотела, которое помогает просто смазать. Вот даже корешки, начало. Основание. Потом прочистить язычок ребеночку, пожилому человеку, даже уши. Ставить турунды на полчаса пожилому человеку. Что ставить? Турунды. Турунды. Это такие вот катушки, ставить и ходить полчаса. В уши? Пирамидки. А это все абсолютно связано, потому что еще и ведь есть из-за храпа есть свист, шум, визг в ушах. Это говорит о том, что А потом это же постоянные микроколебания. это говорит о том, всё что сотрясение мозга атеросклероз может происходит. И я хочу сказать, что так вот я детей и пожилых людей просто они мне верят, заставляю в туалете. Что в туалете? Заставляете вы? Сидеть и не меньше 30 раз. Потом вышел? Может, вышел и... Ну вот это и... Я думаю, Оно после «и» сил уже не хватит на Хватит, и на мычание. многие вещи хватит. У меня муж, которому 84 года, и у него хватает. Да вы что? Да. Аплодисменты, Да. обалдеть. И хватает у него на все. хорошо. И главное, он перестал храпеть. И вот это «и». Но обязательно в туалете. Что это дает? Скажите. Там резонанс Там есть. лучше, да, там лучше Работа, резонатор. небо, Акустика есть, акустика. На «и». на «и». Вот сделайте «и». Не, ну что надо? Да. Звук Можно «и». я скажу? Клара Ивановна, Звук ну вы не «и». стесняйтесь. Ну скажите, что надо, видимо, тужиться, да, когда «и» говоришь, или что? Вот это тоже хорошо. Звук «и» формируется в передней части губы. А вот звук «у» это глубокое небо. Это разные вещи. Ну и что, пусть начинают
начинают СИ. Ну пусть начнут. Ладно, хорошо, все равно в туалете сиди. А при Ну чем хоть что-нибудь пусть там делает. Вывалится прямая кишка, извините, если тужится. И, кстати, для детей очень полезно Нельзя игры, этого потому они делать. так и в итоге... Хорошо, знаю, Василий, пока давайте никого послушаем ничего не все-таки вывалит. врача. Прошу вас, Алексей Может быть, Николаевич. вывалится Да. еще, но пока нет. Я вообще врач-педиатр по образованию. Хочу немножко акцентировать внимание на том, что дети храпят по другой причине, и мы ее сегодня не рассматриваем. Как правило... По какой? Чаще всего патология Хрен. носоглотки, аденоиды. Хреновенький. Это чаще всего статистически. Есть другие причины, но мы туда не погружаемся. Детей излечивают, они вырастают и могут не храпеть до понятная конца схема, во жизни. всяком случае, Мы да. сегодня говорим, насколько я понимаю, О о взрослом храпящих храпе, да. взрослых. Вот в процессе нашего общения я бы хотел еще на что обратить ваше внимание, что храп как явление имеет как медаль две стороны. Одна социальная проблема – это храпящий и его окружение. Это когда жены уходят от мужей в соседние сначала комнаты. Хорошо, если... Да. Соседние сначала комнаты. Это социальная проблема. Озвучивание вокруг себя, и бывает очень громко. Говорят, что профессиональные храпуны храпят с такой силой, как будто самолет на взлете Да, летит своими действительно, это двигателями. Да. сопоставимая громкость. У меня был пациент из Армении, жена его привела и говорит: доктор, если не поможете, его соседи убьют. Я говорю: ну почему? Неужели так громко храпит, Зарежут. что соседи слышат? Она говорит: на той стороне ущелья. То есть храпят очень сильно. Социальная проблема, она может заставить пойти лечиться. Ну, мы уже затронули тему терапевтический, хирургический, это чуть-чуть по-другому. И медицинская проблема, когда сам храпящий, его организм, хочет он этого или не хочет, он страдает. И вот это уже начинается болезнь, правильно? Говорили о кислородном голодании, говорили о том, что человек превращается в сомнамбулу. Он не спит, он борется за жизнь всю ночь. Он должен или умереть, или бороться за жизнь. А когда он встает и идет на работу, то он ищет каждую секунду момент приспнуть. И плохо, когда он сидит за рулем. Вы понимаете, это угроза жизни. Хорошо на совещании спать, а за рулем вредно. Так вот, если нормастеник человек в среднем выглядит так, как ему природа положила по своим физиологическим, так сказать, параметрам. Не худой, не толстый, нормальный человек. Если он только начал храпеть, а мы сегодня особенно не погружались в причины, которые вызывают храпение. Например, очень яркая причина – это перенесенный интубационный наркоз. Да. Достаточно длительного интубационного наркоза, и после наркоза человек может захрапеть так, что мало не покажется и на всю оставшуюся жизнь. Например, патология, связанная с иннервацией мягкого неба. Это может быть патология щитовидной железы, а это может быть перенесенный тяжелый грипп с поражением иннервации. Потому что грипп, мы знаем, может и оглушить, и ослепить, и выключить обонятельный анализатор, что очень часто встречается, и вызвать парез мышц мягкого неба. Все, этот человек будет храпеть. Что бы он ни делал, как бы он ни дышал, у него небо парусит, висит. Поэтому, если человек, помните, мы затронули причины, устал, немножко релаксации и прочее, он меняет образ жизни. Он начинает дышать по Стрельниковой. Он начинает использовать всевозможные упражнения, приводящие его тонус мышечной системы, в том числе и неба, в хорошее состояние. Это терапия. Но я знаю, что вы еще и мастер йоги, плюс ко всему, да? Есть ли какие-то... Я занимался, учился раджа-йогой. Это йога для ментал, для сознания. Для сознания, да. Поэтому я хочу что сказать. Но есть случаи, когда никакая, в принципе, терапия уже не помогает. Тогда есть пограничное состояние, когда мы можем предложить не просто терапию, а терапию, которую у нас очень хорошо сомнологи используют. Это СИПАП-система, когда человека подключают, будем говорить, к определенному аппарату, там компьютер управляет вашим дыханием. Это в стационаре все делается, да? Да, нет, это человека обследуют, сомнолог. Ну и амбулаторно это можно делать. Да? Ее отдают пациенту, и он спит, будем образно говорить, в маске, а компьютер управляет его дыханием, инжекционно
вводит воздух и тем самым фиксирует небную заслонку. Подстраивается То есть можно таким образом зафиксировать нормальное поведение лишить человека неба, храпа. да? Лишить человека То есть храпения. в результате это все купируется, и человек дальше уже живет. Совершенно точно. Ну и сомнологи же прекрасно знают, И сколько с этим что аппаратом надо ходить, спать? Какая? всю оставшуюся жизнь. Всю насколько я оставшуюся жизнь. Понятно. Это дорого? Тут, я думаю, Лен. самое время вмешаться. А то про сомнологов начнут думать, что они зарабатывают на этом и сажают на аппараты. На самом деле это касается тяжелых случаев, когда грозит уже жизни человека и влияет на здоровье. Когда у нас легкие и умеренные формы, мы можем и гостей подключать. Но я бы хотела обратить внимание не на то, дорого это или нет, а на то, как человек к этому приходит. Наши гости, каждый отстаивает свой метод. И я вполне уверена, что специалист в своем деле. Мы знаем, о чем идет речь, механизмы возникновения храпа. Но подумайте, а наша аудитория, наши гости, которые страдают от храпа, а как им разобраться во всем этом? Как выбрать тот метод, который им подходит? А вот как? Это, я думаю, важно. Вот к какому врачу пойти и что делать? Половина успеха – диагностика. Парадокс заключается в том, что врачи, которые терапевты, кардиологи, неврологи, любой специалист видит пациента днем, когда он не спит, а сомнологи видят их ночью. Вы Когда видите их ночью? регулярно. Регулярно? Именно это позволяет нам создать объективную картину, уже говорить о том, и какие причины, У вас соответственно, интересная направлять. работа. Допустим, к лор-врачу, к хирургу, либо к терапевту, худеть, ведь это основная у нас патология века, как говорится, либо уже СИПАП-терапия, если это тяжелые случаи. То есть мы говорим о том, что каждый пациент имеет свою причину. И каждый пациент, соответственно, будет нуждаться в своем методе. Согласны? Соответственно, у каждого это будет свой путь. Ну и раз уж вы задали вопрос о СИПАП-аппаратах, чтобы не было двоякого толкования, это не на всю жизнь. Мы даем возможность человеку дышать, восстановить свое здоровье, а соответственно дать ему шанс жить как раньше. Соответственно, если он похудеет, если он с помощью наших коллег устранит патологию носоглотки, но не вмешательство на мягком небе, вот это я хотела бы сделать акцент особый, это противопоказано, то он вполне сможет отказаться, скажем, через несколько месяцев или лет, в зависимости от ситуации, от аппарата, и жить дальше. Спасибо, Елена Царева. Гульбахор, я вас хотел спросить, вот все-таки сейчас послушали наверняка, ну, честно вам скажу, что, конечно же, послушали, посудачили сейчас перед телевизором, да, почесались там, кто-то, может быть, даже что-то себе капнул, ну, и забудут, и пройдет, да, но на самом деле кто-то, у кого есть тем более проблемы со здоровьем, наверняка прислушались и, наверное, размышляют, куда все-таки пойти. Вот к какому специалисту, чтобы люди понимали, в той же поликлинике, да, кому записываться? К кардиологу, к, урологу, к неврологу. Куда идти-то? Вот, знаете, к сожалению, моя коллега права, на самом деле наши врачи тоже не расспрашивают. Я сама, пока не столкнулась с этой проблемой, не стала работать над этой темой, тоже не задавала вопрос в больнице. Я обошел кучу врачей по разным поводам. Ни один меня никогда не спросил, а вы храпите? Да, и вот мы должны, наверное, все вместе с врачами нашими работать, говорить. Увидел полного человека, мужчин особенно, значит, спросил, вы храпите? Давление повышено? Вы храпите? И каждый терапевт, к которому приходит пациент, он должен спрашивать. А в данное время, значит, скорее всего, если приходит с гипертонией или с проблемой сердца, или с проблемой головных болей, нужно обратиться, наверное, или к кардиологу, или неврологу, который знает. А самое лучшее, значит, сомнологи. И у нас, вот, зная, насколько актуальна эта проблема, в отделе системной гипертензии мы создали лабораторию сна, чтобы, значит, узнать, как полечить, как на них влиять, как им помочь таким пациентам, у которых имеется кардиологическая патология, и вылечить их храп. И храпом мы можем влиять на сердце. Спасибо большое, Гульбахор Ишанхаджаева. И еще все-таки вопрос, который меня, например, очень волнует. Да? Есть ли то, что я задал в начале, есть ли психосоматическая связь? Может ли человек нервничающий, да, то, что кто-то дергается во сне, кто-то стискивает зубы, кто-то еще, в зависимости от того, насколько психически человек комфортно себя чувствует, связано ли это с храпом?
Да? Александр, связано это с храпом? Ну, в общем, комфортное состояние обуславливает наличие здоровья. Говорят, все болезни от нервов. Да, а нервы лечатся, значит, как уже было сказано всеми выше студии специалистами, разными методами. Но существуют есть универсальные методы, но желательно лечиться в условиях стационара. Это метод лечебного голодания в условиях разных институтов. Наверное, институт гастроэнтерологии. У нас возглавляет такой институт Полищук Юрий Иосифович, научно-исследовательский институт психиатрии имени Ганушкина. И вот оказывается, от апноэ, храп лечится в 85% случаев, часто в разных этиологических происхождениях заболеваний, именно методом лечебного голодания в условиях клиники, стационара. Серьезно? Можно, конечно, лечить и в амбулаторных условиях, то есть по рекомендации Не, ну это доктора. деньги, это все, это уже это попадает. Не, Это как раз деньги, нужно бесплатно. брать Это- отпуск на работе, это ну, нереально. Дело в том, что это все связано с личным Я здоровьем знаете, что больше человека. интересует? Вот, вот у вас какая-то скаточка, матрасик какой-то лежит там. Это я просто хотел показать упражнение, которое... Давайте поаплодируем Александр Пьяник. Александр Пьяник, руководитель Центра йоги, человек фантастических физических возможностей. Итак, уважаемые телезрители, внимание, сейчас запоминайте движение. При закрытых ноздрях, пальцами сжимаем, начинаем вращать глазами влево 3 раза и вправо 3 раза. Где мы вместе с вами Вот, будем? давай, Какие давай. у нас будут лица? Сейчас нас посмотрим. О, отлично. И вот в йоге существует, вот в тибетских традициях, такое кабанье дыхание. Смотрите, мы этими упражнениями вибрационно укрепляем мышцы неба и носоглотки. Смотрите, вдох, выдох. Как будто плюнуть Да, то есть собираешься создаем смачно. искусственно, Да. искусственно создаем храп. И проделать таких 7-10 циклов. Так, смотрите, какие упражнения нужно в комплексном лечении храпа применять. Смотрите, опять-таки воздействие на диафрагму. Вдох, выдох, становимся на колени, задерживаем воздух, втягиваем живот и не дышим 30 секунд. Вот так. При этом надо втянуть анус. Анус – это мышца заднего проходного отверстия. Можно Мы делать знаем. сидя. Что такое анус? А потом резко вдохнуть и так вот. Такое рыдающее дыхание. Выдох резкий. Делаем резкий выдох. После этого втягиваем диафрагму и делаем следующее. Это же... Я благодарю Александра Пьяника за великолепное выступление. Я благодарю всех наших гостей за их советы, за то, что они пришли сегодня. И, конечно же, если вы чувствуете, что есть необходимость, и есть такая проблема, идите к врачам, и дай вам Бог здоровья. С вами был Алексей Шахматов. До свидания. Спасибо большое. Спасибо.